Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Огромный лев лежал прямо на раскаленном песке посреди пустыни, кожа обтягивала кости, глаза были прикрыты, дыхание еле слышно. На первый взгляд все было ясно. Еще пару часов, и он не выживет. Олег ехал на старом внедорожнике через африканскую саванну. Он участвовал в гуманитарной экспедиции и возвращался в одиночку на базу, когда заметил что-то необычное у обочины. Сначала подумал, что это просто тень от куста, но, остановив машину, вышел и замер. Это был лев. Настоящий, взрослый, с гривой, покрытой пылью. Он не рычал, не двигался, просто тяжело дышал, как будто каждое движение давалось с боем. Олег машинально достал из машины бутылку воды и присел рядом. Лев не шевелился, лишь чуть приоткрыл один глаз. Олег начал осторожно лить воду в рот животному. Воды было мало, и он делал это медленно. Затем вернулся к машине, достал остатки сухпаев, мясные консервы, вскрыл банку и положил рядом. И только когда начал немного приподнимать переднюю лапу льва, чтобы подложить еду поближе, заметил нечто странное под телом. Сначала показалось, что это просто трава или камень. Но затем он увидел, из-под живота льва торчит крошечная лапка. Он отступил на шаг. Сердце застучало. Под львом кто-то был. Он не знал, живой или мертвый. Осторожно, но решительно он начал обходить льва с другой стороны, и тогда все стало ясно. Под телом истощенного льва лежал львенок. Маленький, слипшийся, еле дышащий. Глаза были закрыты. Он был даже слабее, чем взрослый. И тут Олег понял, что все это время лев закрывал его собой. Он укрыл детеныша от палящего солнца. Он не мог уйти, не мог идти за водой, потому что знал, если он встанет, львенок просто сгорит на этом песке. Поэтому он лежал, терпел, медленно умирал ради него. Олег не терял времени. Он достал запасную флягу, начал капать воду на мордочку львенка. Потом облил песок вокруг, чтобы охладить место. В течение часа он делал все возможное, чтобы снизить температуру тел животных, поддержать их дыхание, дать хоть немного влаги и еды. Он провел рядом с ними всю ночь. Солнце ушло, песок начал остывать. Лев не вставал, но начал дышать чуть ровнее. Львенок тихо пищать. Утром Олег вызвал по спутниковой связи помощь. Через 2 часа прибыла команда спасателей. Животных перевезли в реабилитационный центр. Ветеринары сказали, если бы помощь пришла хотя бы на несколько часов позже, оба бы не выжили. Прошло несколько месяцев. Олегу прислали видео. На нем тот самый лев, уже окрепший, стоял в вольере, а рядом с ним бегал львенок, играя с хвостом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.